Добрый день! Позвольте спросить, что у вас случилось? Неприятности на работе? Съели что-то кислое? Устали? Недовольны? Или я вам не нравлюсь? Как часто мы слышим такие вопросы, даже если чувствуем себя просто отлично. Вроде и выспались, и дедлайны не поджимают. Так почему же окружающие видят нас недовольными, даже если все в порядке? Видимо, есть что-то такое в нашем лице, что сигнализирует о неблагополучии. Дело в одном серьезном феномене, его называют синдромом недовольного лица. И, друзья, тема сложная, тема интересная, но поверьте, в нее стоит вникнуть. И тогда результат будет в прямом смысле, на лице, довольно-таки счастливым. Итак, проблема недовольного, мрачного, уставшего лица находится на стыке наук – физиологии и психологии. И вот мы, ученые-психофизиологи, профессионально занимаемся изучением этой темы – лицевая экспрессия эмоций. Я погрузилась в свое время в эту тему очень глубоко, защитила по ней кандидатскую диссертацию, поэтому могу поделиться с вами просто уникальной информацией. И начну я с научной статистики. 91% пациентов, которые обращаются к нашим пластическим хирургам для омоложения, жалуются на грустное или усталое выражение лица. И вот эта проблема, она настолько серьезная, что в пластической хирургии появилось даже новое направление. Называется оно Face Expressive Lifting или попросту лифтинг выражения лица. Вот как видите, желающих стереть грусть и печаль на лице очень много. И дело же не только в этих некрасивостях. Возникает гораздо более глубокая проблема, она коммуникационная. С возрастом наше лицо начинает посылать людям ложные эмоциональные сигналы. Помните, как в сказке Андерсена про тень профессора? Она жила своей отдельной жизнью. Вот так и наше лицо. Как скривится само по себе, так и вводит всех в заблуждение. И снова начинается. Ты устала, ты плохо спала, что случилось? Социальные психологи прекрасно знают об этом феномене, пишут научные статьи, но они могут лишь регистрировать эту проблему. Изменить само лицо они не в состоянии. А мы, психофизиологи, можем. Но для начала давайте разберемся, по каким таким признакам считывается синдром недовольного лица. Я выделила 3 основных признака. Во-первых, это очевидные анатомические проявления. Вы их сейчас видите на экране, от опущенных углов рта до бортика у крыла носа. Вы все о них знаете, видите, можете даже как-то пощупать руками. Во-вторых, это функциональные проявления синдрома недовольного лица. Это когда подвижность мимики как бы дает сбой, что-то мешает вам легко выражать эмоции. Сама мимика становится резкой, дерганой, неживой, и лицо застывает, словно маска. Вы не можете даже много и долго говорить, сильно устает челюсть. И в-третьих, если копнуть еще глубже, есть такие тонкие, субклинические, еле видимые проявления этого синдрома. Выглядит это так. Вы молодые, свежие, красивые, мимика подвижна, морщин и складок нет. Но на лице все равно каким-то образом проявляются неточности, искажения восприятия эмоций. И вам начинают уже прилетать вот эти вопросики про усталость и почему вы такая кислая. И вот надо сказать, что в основе всех этих 3 изменений мимики лежит один и тот же реальный физиологический процесс. Просто проявляется он в разных масштабах. Речь идет о мышечном гипертонусе. Что это такое? Повышенная биоэлектрическая активность или напряжение мышц. А еще сниженная способность к растяжению, жесткость, такая стянутость. И вот это избыточное напряжение со временем становится стойким, хроническим. Итог. Ваши лицевые мышцы застывают в фазе сокращения на 30% короче исходной длины. А раз площадь поверхности сократилась, то
то и кожа становится как бы лишней и закладывается в складки и морщины. Вот вам несколько анатомических проявлений. Эффект застывшей или такой ехидной улыбочки. Причина – сокращение мышечной основы щеки. Межбровную морщину создает спазм мышцы, сморщивающей бровь. В науке она, кстати, называется омега меланхоликов. Вот вам тонкий намек. Нависающая складка на переносице закладывается, когда укорачивается мышца гордецов. Спазм мышцы, опускающей нижнюю губу. Это всегда опущенные уголки рта, такое выражение недовольства. Ну и, конечно, вишенка на торте – это спазм височно-жевательного блока. Теперь вы похожи на человека, который несет на себе все печали этого мира. Хронический спазм мышечных волокон приводит к утолщению мышцы, запомните это, а значит ухудшению ее функциональных свойств. Мышцы как будто застывают в положении максимального сокращения. И вот эти толстые мышечные брюшки как раз и делают мимику очень тяжеловесной и грубой. Вы выражаете эмоции как бы рывками. Лицо буквально стянуто в спазме. И на нем выражение фоновой тревоги. Всегда. И вы можете сказать: но ведь я молода, и таких проблем, ни морщин, ни застывшей мимики у меня нет. Но почему же я выгляжу недовольной и злой? А дело в том, что в глубине вашего лица уже накапливается этот мышечный спазм. Уловить его взглядом, конечно, невозможно. А вот при электромиографическом исследовании он виден очень ярко. И эта подпороговая электрическая активность как раз и воспринимается как синдром недовольного лица. Скажу сразу, не расстраивайтесь. С этим можно и нужно работать. Мышечная система лица готова бороться за свое здоровье. Она всегда радостно откликается на любые правильные действия. А значит, наша задача – научиться их выполнять. В конце этого ролика я покажу вам очень классный прием нейромышечной релаксации. Но заниматься надо комплексно и с умом. И начать, конечно, нужно с базы. И потом постепенно наращивать арсенал упражнений, прокачивать технику. И вот сейчас самое время вплотную заняться лицом. На все образовательные курсы ревитоники действует просто отличное предложение. Приходите за здоровьем, молодостью, приятным выражением лица, нажав на ссылку в описании ролика. А мы возвращаемся к нашему мышечному спазму. Я уже говорила, что это реальный, не какой-то там абстрактный процесс. Но откуда он возникает? Из ничего? Что-то же его запускает. Постоянные негативные эмоции. Эмоциональный хронический стресс. Все случаи, когда вы перенервничали, испугались, перетерпели, проявили жесткость, все это усиливает активность ваших лицевых мышц. В результате губы и подбородок поджимаются, зубы стискиваются, стираются, появляются морщины и складки. И раз мы уже заговорили о негативных эмоциях, есть еще один аспект непривлекательной мимики. Это такая извечная борьба леваторов и депрессоров у нас на лице. Природа снабдила нас антагонистами, парами мышц взаимно противоположного действия. Мышцы-леваторы помогают выражать положительные эмоции, а депрессоры – негативные. И вы готовы к ужасающей анатомической несправедливости? Посмотрите на рисунок. Количество и объем мышечных волокон депрессоров гораздо больше. Чего только стоит платизма, которая выражает гнев и брезгливость. Вообще, у нас негативные эмоции преобладают. Психология выделяет 6 базовых эмоций, и, увы, радость у нас есть и удивление – это положительные, а страх, отвращение, злость и грусть – это отрицательные. Только 2 положительные. Все остальное – негатив. И чтобы выразить этот негатив, мы задействуем 41% лицевых мышц. Делаем это быстро, четко, хлестко. Почему? Так сложилось эволюционно. Удовольствие может только порадовать, а вот страх, гнев могут спасти вам жизнь. До сих пор в нашем мире доминируют, увы, отрицательные эмоции. Мы постоянно переживаем явный, а чаще надуманный стресс. В итоге печальные качели перевешивают,
Уголки рта не поднимаются, брови замирают в опущенном положении. И результат такого дисбаланса леваторов и депрессоров – это хмурое выражение лица. Такое впечатление агрессии, мрачности, печали. Лицо кажется обиженным или злым. Что с этим делать? Резонный вопрос. Осознанно и тщательно подбирать эмоции – это во-первых. Ну и, конечно, восстанавливать тонус мышц регулярно, как зубы почистить. Но для начала нужно признать нам всем очевидное. Наше лицо – это зеркало высшей нервной деятельности. Оно работает на стыке физиологии и психологии. А значит, и действовать нужно с обеих сторон, а не бросаться на наше лицо с ножом и шприцем наперевес. Нельзя, друзья, подчинить лицо, таская упражнения из интернета или его просто импульсивно закалывая ботулотоксином. Это вам не игра, это не какой-то модный тренд. Это очень серьезная работа с мышечной системой и собственной психикой. Глубокий контакт с собой. Что ревитоника может предложить в качестве альтернативы ножу? Ну, прежде всего, это реабилитацию лицевых мышц. Вы научитесь слышать их потребности, состояния, вернете им прежнюю форму, длину, тонус, снимете напряжение, которое годами копилось. И в результате форма лицевых мышц восстановится и тонус тоже. Над расслабленными мышцами кожа расправится, и это без уколов, без разрезов, без каких-либо осложнений. Кроме того, с помощью миофасциального массажа, ревитоники, вы можете уменьшить силу и тягу депрессоров, как бы поменять вектор натяжения этих мышц. Нащупаете тонкий баланс. Положительный эффект от расслабления лица – это прежде всего улучшение вашего настроения. Обусловлено это теорией обратной лицевой связи. Как и почему после массажа улучшается настроение, я расскажу в одной из следующих лекций. Тема действительно очень большая. А вот что вы можете сделать, кроме ревитоники? Это осознанно работать над внутренним миром, больше отдыхать, следить за тем, какие мысли крутятся в вашей голове. Научитесь спокойствию. Для этого работайте с психологом, духовным мастером, практикуйте медитации, релаксацию, прогулки, да все, что хотите. Главное, чтобы это успокаивало вас и ваши лицевые мышцы. Ведь главный источник молодой, красивой мимики – это вы, умиротворенная хозяйка своего прекрасного лица. Вроде бы простой план, но, друзья, это только на первый взгляд. Ведь привычка нервничать и спазмировать лицевые мышцы у нас в крови. Поэтому давайте прямо сейчас отпустим хотя бы часть проблем и, наконец, расслабим наши мышцы лица. Для этого прямо сейчас выполним прием, великолепно снижающий и эмоциональное, и мышечное напряжение. А хотите больше и глубже проработать мышцы? В ревитонике много образовательных программ, и сейчас действуют прекрасные специальные условия для их приобретения. Ссылку ищите в описании ролика. А я с улыбкой прощаюсь с вами. Впереди нас ждет много полезных, интересных встреч. Обязательно подписывайтесь на канал Ревитоники, чтобы ничего не пропустить. К сожалению, я не могу увидеть ваших улыбок, зато увижу лайки под этой лекцией. И по их количеству пойму, сколько красавиц стали еще прекраснее. Увидимся! Вилочка. Сделайте вилочку из указательного и среднего пальцев и поставьте так, чтобы бровь оказалась между ними. Погрузите пальцы вглубь тканей, словно нажимаете на тугую кнопочку. Дайте себе несколько секунд на глубокий контакт с переносицей. Затем медленно выполните двойное движение. Нижний палец поднимает бровь вверх, как бы переставляя ее в более высокую позицию. Верхний палец двигается над бровью, разминая и размягчая ткани. Выполните 5 таких проходок. Скорость выполнения приема очень медленная, примерно 1 мм в секунду. При этом затылок расслаблен. Движение выполняется с достаточным нажимом. Ощущения при этом могут быть не очень комфортными, поэтому не забывайте правила. Соблюдаем средний болевой порог в 5-6 баллов по личной 10-бальной шкале.
Выполните прием с другой стороны. Не работайте формально, поверхностно выглаживая кожу. Основной смысл этого упражнения – пройти в глубокие слои, переставить сместившиеся волокна и создать более широкое пространство переносицы. В области небольшого сопротивления и болезненности можно задержаться до нескольких секунд. Обратите еще раз внимание. Упражнение делается при полном расслаблении затылочной области. Не забывайте о технике безопасности.